1924 году, когда произошла эта загадочная история, Петроград, несмотря на все потрясения последних лет, по-прежнему жил насыщенной театральной жизнью. На балетном небосклоне продолжали загораться яркие звезды. Лидия Иванова – прелестная, нежная девочка, покорявшая всех своим полудетским обаянием и невероятным, как сказала историк балета Любовь Блок, гениальным прыжком, пока не станцевала балеринских партий, но уже часто выходила в вариациях. За те 3 года, что Лидочка успела прослужить в театре, они написали много доброжелательных и теплых слов. Ей прочили великое будущее и славу одной из лучших танцовщиц поколения. Увы, этому не суждено было сбыться. Собираясь на европейские гастроли, уже получив визу, что вообще-то в те времена было непросто, Лида однажды отправилась на водную прогулку в сопровождении 4 знакомых. Мотор их лодки вдруг забарахлил, а потом и вовсе заглох. Все так увлеклись его охлаждением, что не заметили, как лодку отнесло в фарватер морского канала, где курсировали большие суда. Мотор внезапно запустился. На полном ходу помчавшаяся под нос парохода лодка сразу же развалилась пополам, а пассажиры оказались в воде. 3 мужчин спасли. Организатор поездки и Лидия Иванова пропали. Водолазы несколько раз прочесывали дно, но тел так и не нашли, что объяснили непредсказуемостью течения. Пока выглядит однозначно как несчастный случай, но в эту версию почти никто не верил. Стоял июнь, вода не была ледяной, и в принципе в ней можно было продержаться какое-то время. Если же погибшим не повезло и их затянуло под винт, должны были остаться какие-то следы. Но не нашли ничего, ни одной капельки, ни одной ниточки, никаких зацепок. Инженеры балерина просто испарились. Критик Аким Волынский, поэт Михаил Кузьмин и отец Лидии открыто обвиняли в устранении конкурентки балерину Ольгу Списивцеву и ее любовника, чекиста Бориса Каплуна. Но если отстраниться от эмоций и посмотреть на факты, получается как-то неубедительно. Ольге на момент трагедии 29 лет. Она прима, танцующая ведущие партии, звезда международного уровня. Чего ей так панически бояться 20-летней Лидочки, которая к тому же выходила только в корифейских партиях? Артисты-иммигранты склонны винить в смерти Лиды ГПУ. Дело в том, что несмотря на предостережения старших друзей, юная балерина общалась с высокопоставленными чиновниками и ходила на вечеринки партийной верхушки. Близкие были уверены, что накануне отъезда за границу Лида случайно узнала какие-то важные секретные сведения, и ее решили убрать. Доказывая эту версию, говорят об отсутствии следов и о том, что тело не было найдено, хотя проводились масштабные поиски. С другой стороны, если всему этому верить, способ устранения был выбран не самый надежный. Зачем понадобился целый спектакль? Как бы то ни было, Лида пропала. От нее остались лишь теплые воспоминания друзей и современников, восторженные отзывы критиков, портреты авторства Зинаиды Серебряковой, отрывок из фильма «Дворец и крепость» и сумочка, покачивающаяся на волнах. Больше балетных историй в стиле True Crime вы найдете в этом видео.